Мяч массой 100 грамм, летящий со скоростью 10 метров в секунду, отбрасывается ударом ракетки в противоположную сторону со скоростью 20 метров в секунду. Определите модуль изменения импульса мяча. Здесь мяч m равно 100 грамм. Он летит со скоростью v равно 10 метров в секунду. И отбрасывается ударом ракетки и получает скорость v2 20 метров в секунду. Нужно найти модуль изменение его импульса. Значение импульса – это произведение массы на скорость. Однако не нужно забывать о том, что скорость – это векторная величина, импульс тоже у нас векторная величина. До взаимодействия с ракеткой мяч имел вот такое значение. После взаимодействия с ракеткой он имел другое значение. m2 равно m умножить на v2. Давайте посмотрим модуль импульса до взаимодействия и его направление. Итак, m равно, сразу переведем граммы в килограмм, это 0,1 килограмма. Что умножится на 10 метров за секунду, мы получаем 1 килограмм на метр и на секунду. Теперь, что касается направления. Вот эта ракетка, вот направление движения скорости и, естественно, импульса. И m, и v это у нас получается до взаимодействия ракет. После взаимодействия ракеткой m равно тоже 0,1 килограмма, то множится на скорость какая? 20 метров за секунду. Получаем 2 килограмма на метр и на секунду. Но теперь это направление движения в эту сторону. Вот это v2, ну, естественно, импульс тоже m2. Если рассмотреть взаимодействие этих векторов, получается вот этот m-вектор, который идет в этом направлении. А в противоположном направлении идет вектор m2. И если мы хотим знать изменение импульса, значит, нужно посмотреть разницу векторов. А разница векторов какая будет? Я не буду рисовать по ним, я нарисую рядом. Разница векторов m2 минус m, это будет вот такая. Вот это будет разница векторов, вот это дельта m, вектор. Если по модулю брать, так это будет равна сумме двух модулей вот этих векторов. Так мы напишем, что если сумма модулей векторов будет 3 килограмма на метр за секунду. Модуль изменения при ударе после того, как отлетел от ракетки. Да? До удара у него был импульс 1 кг на метр. После удара ракетки, после того, как он столкнулся с ней, он приобрел скорость 20 метров за секунду. Естественно, импульс стал вот такой. Но направление импульса было до удара вот сюда, в одну сторону, а после удара в противоположную сторону. Но коль мы берем модуль значения, мы просто берем его абсолютную величину. Разницу мы будем брать вот так. Но значение модуля уже не зависит от его направления, а зависит от просто значений вот этих двух модулей m1 и m2. Так мы можем написать дельта m будет равно модуль m плюс модуль m2 и равно 1 плюс 2 равно 3 килограмма на метр на секунду. Это все происходит из-за того, что необходимо разбираться с двумя векторами. Практически получается один в противоположном направлении после удара двигается в таком же направлении, но только в противоположном направлении. Для того, чтобы узнать, какая между ними разница, надо сложить их два модуля. Модуль будет вот такой.